Никогда в жизни не подумал бы, что я буду играть за Синдел и мне понравится. Честно, вот всегда было как-то пофиг на этого персонажа. Ну, есть она хорошо, нет и ладно. А теперь считаю ее одной из самых интересных в Mortal Kombat 11. Но, видимо, немногие разделяют такое мнение, потому что в лигах Синдел встречается довольно редко. Конечно, не так редко, как, не знаю, Рэмбо, например, но и не так часто, как топ-тиры или просто популярные персонажи. Я еще раз напомню, что не нужно воспринимать название ролика буквально, ведь понятно, что кто-нибудь на Синдел доиграет. Это можем быть и мы с вами, и стримеры на Твиче, и даже проигроки. Да, к моему удивлению, летом прошлого года довольно известный игрок Full Auto победил на турнире CO22, играя именно за Синдел. Хотя на том турнире было аж 4 игрока на этом персонаже, чему я помню очень сильно удивился, потому что раньше особо не замечал Синдел на турнирах. Ну, может быть, она мелькала часто, когда персонаж только вышел, но потом о ней как-то забыли. Суть в том, что к этому бойцу очень разные отношения. Одни говорят, что она чуть ли не из худших за счет того, что супер не универсальная, например, Sonic Fox. Другие считают ее однозначно сильным бойцом. А пару раз я даже встречал мнение, что Синдел — это поломанный персонаж. Ну то есть слишком сильный в каких-то моментах. Тут, наверное, все зависит от того, как на нее смотреть и на каких вещах акцентировать внимание. Ведь у Синдел есть действительно слабые стороны, но есть и сильные. И важно все-таки индивидуальное ощущение, подходит ли она именно тебе. Потому что в одних руках и в определенных ситуациях плюсы этого персонажа могут нивелировать минусы. Но легко можно представить кардинально разные ситуации, в которых Синдел как заведомо проигрывает, так и выигрывает. Я вообще думаю, что не стоит на все 100% верить чужим ощущениям от геймплея, а лучше взять и лично проверить. Представьте, что вы тестировщик, который должен понять, что работает правильно, а что нет. Если представили и вам понравилось, то спешу сообщить, что есть такая профессия – инженер по тестированию с трудоустройством, и освоить ее можно на образовательной платформе Skillbox. Тестировщик занимается поиском ошибок на сайтах или в мобильных приложениях, чтобы разработчик мог исправить их. Эта профессия актуальна в наши дни и будет актуальна в будущем. Она хорошо оплачивается, а главное, Skillbox гарантирует помощь в трудоустройстве. Выпускники находят работу уже на 5-м месяце обучения. При этом вам не обязательно иметь опыт в IT. Сложность заданий повышается постепенно. Сначала простые задачи, потом более сложные. И все это на практике уже в первый день обучения, на протяжении которого вас будут сопровождать опытные наставники и практики из крупных компаний, например, Яндекс и Сбермегамаркет. Закончив курс, вы будете иметь в своем портфолио 3 готовых проекта. Тестирование онлайн-портала, мобильного приложения и веб-сайта, а также возможно участие в бета-тестировании у партнеров курса, в банке открытия и соцсети ВКонтакте. При этом вы сначала учитесь, а платите потом, ведь первый платеж производится через 6 месяцев обучения, и еще вам подарят год изучения английского языка. Также по моему промокоду CULT1 вы получите скидку 55%. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране, регистрируйтесь на курс и осваивайте востребованную, интересную и высокооплачиваемую профессию на Skillbox. Теперь вернемся к Ее Величеству. Синдел – один из самых необычных персонажей 11 части в плане геймплея и анимаций. Чисто визуально ее боевку можно сравнить с Таней в МКХ. У Синдел тоже некоторые движения выглядят прямо как акробатические трюки. Так было и в 9, но в 11 части это более наглядно. Но не столь важно, как персонаж двигается визуально. Важнее, насколько эти движения эффективны и применимы. Синдел такой перс, который, как бы это сказать... Ну короче, ёбнула и убегает. Она владеет одной из лучших серий в игре – удар с отступлением, когда катится колесом и отпрыгивает назад. Фишка в том, что для нее это безопасно, ведь наказать Синдел за этот трюк не может даже быстрый подкат Саб-Зиро, уже молчу про других персонажей. Честно, не стоит даже пытаться, потому что игрок на Синдел может ожидать попытки наказания за эту серию и в итоге накажет в ответ. Это очень даже раздражающая серия, потому что ее тупо приходится терпеть. При этом Синдел выполняет ее быстро, в серии 3 средних удара, 2 из которых наносятся колесом, а Ее Величество отпрыгивает как раз на идеальное расстояние, чтобы повторить или начать размахивать своим гуаньдао, но это ее оружие. Может показаться, что у стены Синдел теряет это преимущество, ну типа куда отпрыгивать. А нет, даже если серия проходит в блок, она очень хорошо отталкивает противника, так что не стоит обманываться.
Лучшее, что возможно сделать, это постараться остановить натиск Синдел быстрыми проджектайлами, либо сериями ударов, когда персонаж не подставляется. Ну или отойти от Синдел, если это возможно, и вашему персонажу комфортно на большой дистанции. Казалось бы, ну чё такого в этой серии Синдел, а ведь это одна из причин, почему некоторые считают ее поломанным персонажем. То есть дистанция, с которой она применима, и то, что Синдел возвращается к нейтральному положению. Она еще и в воздухе может достать. Безусловно, это ее преимущество, но на мой взгляд, оно только компенсирует недостатки этого персонажа, о которых поговорим позже. Касательно фразы «ёбнула и убегает», это еще далеко не все. Серия 1.1.2 также заканчивается ударом, который отталкивает при блокировании. Ну, если не блокировать, то отправит в нокдаун. Но она хотя бы начинается с верхнего удара, так называемого джеба, под которым можно присесть. И что более важно, там есть окно для чистого блока. Опытный противник может отпустить кнопку блока после второго удара и сразу нажать перед третьим. Таким образом сработает чистый блок. Синдел можно подкинуть и покрутить в воздухе. Поэтому большинство игроков на Синдел обычно отменяют эту серию в захват волосами, например, чтобы избежать чистого блока. Тут уже трудно говорить о каком-то преимуществе, потому что да, персонаж опять же отталкивает, но при этом у противника есть шанс перехватить инициативу и нанести хороший урон за счет чистого блока. Поэтому заканчивать эту серию далеко не всегда безопасно. Думали, это все? Нет, есть еще одна атака, после которой Синдел отступает. Это удар назад 2. Вот честно, выглядит как спецприем, но это нормал, то есть базовый удар персонажа, и серии в него не отменяются. В чем его фишка? Это нижняя атака, которая подбрасывает противника, после чего можно комбить. Соответственно, это основной комбо-лаунчер персонажа. Но огромный минус в том, что Синдел хоть и отпрыгивает назад, большинство персонажей может легко ее наказать, даже если использовать этот удар с максимально возможной дистанции. Он полезен именно для того, чтобы подкинуть противника, поймать его на промахе или лоу-крашить, ну то есть выполнять, чтобы перебить низкую тычку противника. Но у Синдел есть хорошая, сугубо наступательная серия, это как раз таки ее удары оружием Гуаньдао. Давайте будем честными, не все персонажи могут раздавать оверхеды через полэкрана, учитывая, что это нормалы, даже если они не очень быстрые. Могу вспомнить только Такеду из 10-й части. Так вот, Синдел может. Это в совокупности с вышесказанным делает ее очень опасным противником на средней дистанции в нейтрале. При этом у персонажа хороший набор разного вида атак. 1.1.2 начинается с высокой и продолжается средними. 2.3.4 то же самое, но старт медленнее. Она, как правило, используется во время жонглирования. Интереснее назад 3.4 серия ногами, где второй удар низкий, и вперед 2.1 начинается с оверхеда. При этом они еще хорошо протягивают Синдел к противнику. И вот как бы, чё ждать от нее? Ну на деле не все так страшно, потому что на любое движение так или иначе можно среагировать. При этом стоит заметить, что несмотря на визуально большой размах Гуаньдао, Синдел наносит им урон далеко не сразу, и очень высока вероятность промахнуться, если противник прыгает, например. То есть оружие может буквально проходить сквозь противника, при этом не нанося ему урон, потому что хёртбокс еще не активен. Я бы не акцентировал на этом внимание, если бы сам часто с таким не сталкивался. Но что более важно в серии с оружием, это вариативность ее завершения. Третий удар может быть нижним, но он реактится и наказывается, и вообще непонятно, зачем его использовать. Типа можно сына воспитать, пока Синдел там размахнется своей палкой, чтобы ударить по ногам. Также третий удар может быть средним, и он опять отталкивает противника. Казалось бы, идеалити, но нет. Там опять есть дырка для чистого блока, может оказаться себе дороже. Не заканчивать серию каким-то третьим ударом просто нельзя, ведь если прервать ее после первого, наказывается, после второго тоже. Поэтому игроки на Синдел, как правило, отменяют серию после второго удара в какой-то спецприем. Тут два наиболее популярных варианта. Можно отменить в захват волосами, и даже если противник блокирует, он не сможет наказать Синдел, но тогда она теряет инициативу, и скорее всего ей уже самой придется защищаться. Другой вариант — отменить серию в крик, следом отменить его и максимально быстро продолжить атаку. Это неплохая идея, только есть пара «но». Во-первых, Синдел персонаж, который очень зависит от шкалы защиты, ведь на отмену крика ей нужно потратить метр. Во-вторых, многие уже просто ожидают отмены серии в крик и сразу готовятся влезть какой-нибудь тычкой, несмотря на то, что отмена крика очень быстрая. Конечно, безопаснее всего отменять в захват волосами, он еще и в блок немного отталкивает, но это высокая атака, под ней можно присесть и опять же наказать. Правда, садиться нужно на втором ударе. Вот и получается, что игрок на Синдел, размахивая Гуаньдао, изначально рискует. Видимо, такова цена за длинный оверхед.
Хотя, если честно, учитывая вариативность завершения этой серии, я не знаю, кем надо быть, чтобы суметь осознанно среагировать на любое завершающее действие Синдел. Ведь не стоит забывать про кастомные спецприемы, где есть сальто хвостом, это оверхед, или низкий проджектайл. И то, и другое наказывается, конечно, даже реактится. Но все же вариантов закончить серию много. Среди них оверхед, низкие атаки и средние. Еще интересна стринг-серия, которая начинается с «Назад 3». Ее можно закончить оверхедом, но делать так категорически не стоит, накажут. Можно закончить высоким ударом задницей, он еще и плюсовый, то есть у Синдел преимущество по кадрам. Если противник блокирует этот удар, Синдел может раньше начать атаковать, чем противник восстановится. Но под ним можно присесть. Опять же, не заканчивать серию опасно, закончить каким-то базовым способом тоже риск. Надо быть осторожным, отменять также в крик, в захват волосами, ну или на крайняк в низкий проджектайл, если взять его в вариацию. Кстати, это иногда действительно работает, как минимум в первый раз. Несмотря на какие-то недостатки, Синдел очень опасна на средней дистанции, это прямо ее стихия. Да, где-то можно правильно среагировать, где-то поставить чистый блок, но в реальном поединке это не так просто, как звучит. К тому же Синдел хороша в воздухе. Вот помните, в МК Армагеддон была механика воздушного боя? Казалось бы, там она и осталась, а нет, внезапно в МК-11 ей овладела Синдел. У персонажа множество воздушных атак, не все одинаково применимы, но все же. Серия проджектайлов, которая при усилении подбрасывает противника и позволяет начать комбо, хотя при блокировании наказывается. Ловушка, которая наносит неблокируемый урон. Немного, но отлично работает, чтобы добить еле живого противника. Есть дополнительный оверхед криком с воздуха. Правда, совершенно дурацкая атака, потому что, опять же, наказывается, а награда за попадание вообще не стоит риска. Интересно, что на старте, в плане воздушного боя, Синдел была на порядок сильнее, правда, только в нерейтинговых матчах. У нее есть отдельная способность атаковать после взлета. По умолчанию она не может этого делать, может только летать. Так вот, раньше с этой способностью Синдел могла выполнять какие-то лютейшие комбо в воздухе, просто жонглируя противником с помощью взрыва. Потом такую возможность убрали, и теперь после каждой атаки во время полета Синдел сразу приземляется. То есть она может кидаться проджектайлами, кричать в воздухе и выполнять вот этот подкидывающий взрыв. Этот набор занимает 2 ячейки спецприемов, и он запрещен в рейтинговых боях. То есть в лигах и уж тем более на турнирах такую Синдел вы не встретите. Но сейчас в этом особо нет смысла, потому что, повторюсь, Синдел больше не может жонглировать противником в воздухе с помощью взрыва, не может засирать проджектайлами, потому что сразу после атаки приземляется. Вообще не совсем понимаю, зачем ей дали возможность летать. Понятно, что эта способность еще со времен третьей части, но в таком виде, в каком она есть в МК-11, полет почти не имеет смысла. По умолчанию Синдел не может атаковать с воздуха, только перемещаться. Взлетает она, казалось бы, высоко, но большинство проджектайлов ее сбивает. То есть, как антизонинг опция для сближения, это плохо работает. Какие-то проджектайлы не попадают, да, но большинство собьет полет Ее Величества. Отменять какие-то серии в полет и пытаться сбежать от блокирующего противника вообще дичь. Конечно, в совокупности с рывком Банши или какой-то воздушной атакой можно представить Синдел, который эффективно использует полет, но чисто в теории, потому что лично я никогда такого не видел. Зато видел, как кто-то прожимает не те кнопки и в тупую взлетает, за что получает наказание. Самые полезные воздушные приемы, как раз из второй турнирной вариации, это рывок Банши и смертоносное эхо. В первом случае в противника летит призрак, которого не перепрыгнешь. Во втором появляется возможность еще раз подпрыгнуть в воздухе. Что касается Банши, это крутой прием, хоть и не достает на фуллскрине. Важнее, что при попадании в хит и усилении Синдел перемещается к противнику, после чего можно выполнить даже воздушное комбо. Собственно, эти два спецприема лежат в основе сильного, но сложного в исполнении комбо Синдел, где удар в воздухе отменяется в эхо, затем еще удар, банши и еще раз по кругу. А наконец, приземлившись, Синдел выполняет еще серию ударов, но тут уже вариативно. В чем сильная сторона комбо? Противник не может извернуться, потому что все время находится на земле. С другой стороны, это комбо легко дропнуть, и на его полное выполнение нужно 2 метра. То есть эта вариация Синдел еще сильно зависима от шкалы атаки. Ну а если пинг чуть выше адекватного, то все еще сложнее. При этом у Синдел нет нормального базового проджектайла. Конечно, в любой вариации будет крик, но он довольно короткий и долго стартует, плюс наказывается. То есть издалека им не воспользуешься, а вблизи это нецелесообразно. Правда, если влить в него метр, то сработает он быстрее и достанет куда дальше. Это уже интереснее. Но опять же на фуллскрине придется пробираться через зонинг.
Полет вряд ли поможет, пострелять по умолчанию нечем, но неприятно. Зато крик выдает Crash and Blow, если его использовать как наказание. Есть еще губительный марш, когда Синдел идет на противника, издавая долгий крик, но это скорее эффективно для нанесения чип урона, ну то есть чтобы добить блокирующего противника, потому что эта штука опять же наказывается. Стоит отметить, что у крика большой хёртбокс, и он спокойно задевает прыгающих противников. Но вся эта история опять же к вопросу о том, что Синдел очень зависит от метров. Они ей буквально необходимы, чтобы усилить крик, либо отменить его. При этом в режиме кастомизации можно выбрать низкий фаербол из третьей вариации, и на мой взгляд это один из лучших проджектайлов в игре. Он полностью компенсирует отсутствие нормальных снарядов по умолчанию. Все потому, что запуская его, Синдел низко пригибается, и большинство персонажей не могут по ней попасть даже средними проджектайлами. Ну, низкие, конечно, проходят. При этом, если влить метр, снаряд Синдел пролетит молниеносно и оставит большой след, на который очень легко подловить прыгающего противника. Плюс это еще одна опция для миксапов. Например, после ее серии назад 3-4 противники очень часто встают, чтобы избежать оверхеда, а серию можно отменить в низкий проджектайл. Когда Синдел только появилась в игре, большинство играли первой вариацией, где у нее есть порез волосами. Очень крутой спецприем, потому что релаунчит. То есть даже если мы уже подкинули противника и начали жонглировать, с помощью этого спешла мы можем подкинуть его еще раз и нанести значительно больше урона. Ну и конечно в него отменяется любой удар, стоит только вскрыть противника. Но помимо того, что такой трюк тоже наказывается, он еще и занимает 2 ячейки спецприемов. Поэтому со временем больше игроков стали обращать внимание именно на вторую вариацию, с банши и двойным прыжком. Да, там не просто нанести максимум урона, нужно научиться выполнять одно из сложнейших комбо в игре, но оно того стоит. Ведь с помощью банши Синдел хорошо контролирует как воздух, так и землю. Еще один спешл, который многих раздражает, это сальто хвостом. Оверхед, у которого контролируется дистанция, с ним можно прыгнуть на пол экрана, поймать противника в воздухе или наказать затычку, выдавая Crash and Blow, после которого еще и комбо выполняется. Опасная, раздражающая штука, но и тут разрабы постарались сбалансировать персонажа. На сальто с хвостом нетрудно среагировать и после наказать Синдел. Какого-то сильного преимущества этот спешл не дает. Это еще одна миксап-опция, но стоит обмануть противника раз, два, и в третий, скорее всего, уже придется получить в ответ. Это скорее штука для так называемых YOLO-плееров, я себя к ним тоже отношу. Типа игроки, которые понимают риск, но под лозунгом «живем только один раз» готовы рискнуть. Это, конечно, очень плохо. Но знаете, с помощью сальто и вправду часто получается нанести урон. Ну, допустим, фонарно. Серия с Гуаньдао, отмена крика, назад 3, сальто хвостом. То есть противнику нужно сначала встать, потом многие по привычке садятся после удара ногой, ожидая второй нижний, а тут сальтуха. Часто такое проходит. Имея в арсенале сальто, с помощью отмены крика можно запутать противника, но это всегда большой риск, за который вы не получите стоящие награды. Но даже если попадет сальто, нанесет 130 единиц урона, это же не так много. Зато адекватный соперник быстро адаптируется и будет готов блокировать сальто в следующий раз. Во многих моментах Синдел кажется сбалансированным персонажем. То есть там, где ей дается какое-то преимущество, там же возможно и наказание. Да камон, плюсовая серия с задницей, за которую можно словить Crash and Blow или Full Combo. Чем не идеальный показатель баланса? Ну то есть у многих бойцов есть плюсовые атаки. Первое, что в голову приходит, Саб-Зиро, Шао Кан, Шан Цун. Они сохраняют за собой инициативу, выполнив плюсовый удар в блок. У них остается преимущество по кадрам. А Синдел такая типа, могу закончить оверхедом, но там наказание. Могу закончить задницей, но там тоже. Даже там, где у нее плюс, там же есть риск. К тому же Синдел толком не может в прессинг, потому что у нее ужасные тычки. У руки 9 кадров, это очень много, даже не стоит пытаться перетыкиваться с большинством бойцов. Волосы вниз 3 далеко достают, но там долгое восстановление. Единственная нога еще более-менее адекватная, вниз 4. Неплохо достает и ей можно антиэрить. Апперкот вроде имеет хорошую зону поражения, но как же долго выполняется. При этом Синдел не пригибается, она зачем-то скачет с этой своей дрыной. Джейд просто смотрит и угорает, наверное, вместе с Деворой. Вот этот удар на тройку я вообще не понимаю. Где его можно применить? У него супер маленькая зона поражения, он высокий, естественно, и что делать с этой ногой? Махать вплотную, где все игроки перетыкиваются? Ну да, что-то какая-то... Неплохой удар на четверку, точнее наносится 2 удара, где второй оверхед.
Среагировать можно, но опять же, первый удар отменяется в спецприемы. Можно вместо оверхеда выдать низкий проджектайл. Вот в этом вся Синдел. У нее много разных опций, можно пытаться разводить противников, но почти всегда в случае неудачи придется получать наказание. Она может контролировать воздух и выполнять крутое комбо, но оно сложное и дорого стоит. К тому же мобильным персонажам Банши не очень-то страшна. Хотя вот против прыгающей Джеки это прям хороший вариант. У Синдел есть крутые серии, но чтобы играть безопасно, нужно постоянно следить за метром. Безусловно, это сильный, я бы сказал, очень сильный персонаж, особенно на средней дистанции. Вот когда я играю ей адекватно, а не летаю по экрану как обезьяна, от нее прям чувствуется какой-то профит. Ну типа тебе надо стараться, ничего не дается Синдел просто так, ну кроме сраного колеца. И это доставляет удовольствие. И, наверное, поэтому же сейчас она не очень популярный персонаж, хотя далеко не самый редкий. Взять вот Скарпа и Саба. Стоит вскрыть, все, фулл комбо. Про Синдел так не скажешь. Даже если получится вскрыть с помощью сальта или проджектайла, противник просто упадет. И еще она недостаточно универсальная, пожалуй, это ее основная проблема. Но в определенных ситуациях Синдел чертовски хороша.